Авария произошла 2 часа назад. Автомобиль стоял прямо на железнодорожном переезде. Машинист пытался остановить поезд, но было уже поздно. Вы просто, Олег Анатольевич, капитан очевидности. Любому очевидно, что поздно. Ну, вам там очевидно. Инга Низкая Викторовна. температура конечностей. И сустав достаточно тугоподвижный. Загляните сюда. Вот просто взгляните, чтобы знать на будущее. Видите, пальцы сжаты в кулак? И что это значит? А это значит, Олег Анатольевич, трупное окоченение. Плюс явно видно, что роговица достаточно уже помутнилась. Плохие новости у меня для вас. Умер он не 2 часа назад в этой аварии, а явно раньше. Часа за 3-4 до этого, минимум. Да. Ну, говори, я слушаю. Так. Принял. Давай. Номера пробили. Автомобиль зарегистрирован на Кравченко Арсена Юрьевича, 92-го года. Кравченко? А что такое? Ничего. У меня одноклассница Кравченко была. Ясно. Вот. Олег Анатольевич. А вы не убегайте так быстро. Я вот не могу понять. Они на переезде. Поехали. Запиши номера там как следует, только не ошибись. Хорошо? Давай, проверь все это. Простите, сюда нельзя. Даже не начинай. Ты хоть знаешь, кто я такой? Олег Анатольевич, это Юрий Сергеевич Кравченко, бывший прокурор области. Это машина его сына. Но учитывая ситуацию, я думаю, что ему можно. Закон нельзя нарушать никому, даже прокурору, бывшему. Все. Ага. Увезли в бюро. Та гнида, которая в этом виновата, пожалеет, что на свет родилась. Динамометр 21 века в действии. Вы что-то заклинания читаете? Угу. Только от вас, Олег Анатольевич, заклинания не помогают. Это да. Динамометр – это приборчик такой. Для более точного определения времени смерти. Но у меня его нет. Поэтому вы прекрасно справляетесь с собственными силами. Окраска трупного пятна восстанавливается через 10-12 секунд. Смерть наступила с 3 до 5 утра. Место расположения трупных пятен говорит о том, что после смерти жертва какое-то время лежала на животе. На рентгеновском снимке мы видим переломы локтевых, тазовых, позвольте, и бедренных костей. Ну да, неудивительно, что в такой мясорубке все поломано. А вот теперь самое интересное. Не все поломано в этой самой мясорубке. Атлант. Вы уже идеализируете жертву? Атлант, Олег Анатольевич, это первый шейный позвонок, который держит голову, как атлант держит небо. Второй шейный позвонок – аксис. И очень красивая гематома. Его убили ударом в затылок. И после этого он как минимум пролежал несколько часов на животе. Угу. У нас убийство, замаскированное под аварию.
подожди. А вот это что? Ну как? Удалось обнаружить что-то новое? Зиновий Викентьевич, пожалуйста, не тратьте свое драгоценное время и мое заодно. Когда что-нибудь будет касаться лично вас, я вам лично об этом сообщу. А пока разрешите мне продолжить работать. И желательно без вашего присутствия. Благодарю. Так вот, Да, это я. Ну, пока ничего нового. Да, конечно. Осторожно! Извините, это не вам. Когда станет что-либо известно, я сразу же сообщу. Да. Дактилоскопическая экспертиза выявила. На рулевом колесе рычаги переключения передач и дверной водительской ручки не только отпечатки пальчиков Кравченко, но и некого Панчука. Антона Владимировича. Знакомого с правоохранительной системой уголовных наказаний. 25 лет не женат, недавно откинулся. Сидел за непредумышленное убийство. Судья дал 5, но вышел через 3 по УДО. За убийство? Да, там не все так однозначно. Панчук в свое время был личным водителем у Кравченко. Вот вам. Начались совпадения. Да. Машина Кравченко сбила 2 девочек на пешеходном переходе. Маму одной из них. Девочки погибли на месте, а мама днем позже в реанимации. Я помню это. Нашумевшее дело было, весь город на ушах стоял. Но дальше еще интереснее. В этой истории был свидетель, который сказал, что за рулем был Кравченко. Но, когда вину на себя взял Панчук, свидетель отказался от показаний, мол, что-то там напутал. то есть получается, что Панчук взял на себя вину для того, чтобы выгородить Кравченко? Ну да, но пока не поговорим с Панчуком, можем лишь строить догадки. Но я еще не закончил. Самое интересное – это заключение судмедэкспертизы. Ой, можно? Да. Она заключила, что в момент наезда на пешеходный переход у Панчука случился приступ эпилепсии. Поэтому дело фактически спустили на тормозах, и он сел за непредумышленное. Надо будет поднять старые материалы экспертизы. Да. Но отпечатки Панчука в машине Кравченко сами по себе ничего не значат. Он мог вернуться на старую работу, когда вышел из тюрьмы. Хорошо было бы послушать версию Панчука про эту историю. Прежде всего поговорим с водителем, но отработаем другие версии. Поговорим с друзьями, с девушкой, там, с родственниками. У богатых, как правило, много недоброжелателей и завистников. Зачем так пугать, а? Прости, дорогая. Каюсь. Была срочная работа, так что пришлось перенести ужин. Оправдывайся. Ты же не думаешь, что я расстроилась? Но, тем не менее, я хочу искупить свою вину. Вряд ли тебе это удастся. Ресторан «Ривьера» сегодня. Вот увидишь, я сумею тебя удивить. У вас такие высокие Господи, отношения. вы издеваетесь, что ли, оба? Я прям завидую. Зависть – неблагородное чувство, Олег Анатольевич. Даже не знаю, кому это нужно было. Врагов у него не было, кажется. Да и откуда им взяться? Он же только месяц как вернулся. Кстати, бизнес Андрюха открыл, и нормальное лавэ начал сам подымать. Может, вел себя как-то подозрительно. Денег кому задолжал. Ну, я вас умоляю. У него папа прокурор. Не трогайте. Простите, это ему все должны были. Вы сказали, завел новый бизнес? Может быть, ему кто-то должен был? И не хотел отдавать крупную сумму, например? Ну, я не помню, чтобы он такое что-то говорил. Да и вообще там курировал бизнесом Андрюха. А Сеня так приехал, часть своей выручки забрал и покатил дальше. А вот, кстати, бывший мой, Витька, мы его встретили на выходных на Золотом Тельце. Так он ему угрожал. Прицепился к нему. А я вообще люблю, чтобы мужчины за меня дрались. Я как-то себя по-особенному чувствую сразу.
По прошествии 15-17 часов после смерти повторный осмотр тела Кравченко показал наличие синяков на руках и ребрах. Ранее данные повреждения были ошибочно приняты за трупные пятна. Ну что? Спрячьте телефон. Продолжим? Легко. То есть Кравченко вы не угрожали? Это вам Мирка сказала. Вы послушайте ее, она вам еще не такие сказки понарассказывает. У вас неделю назад в клубе «Золотой телец» была стычка. Есть свидетели. Да, я их увидел вдвоем. Подошел к парню, постучал по плечу. Мол, поздравляю, открывай кошелек пошире. Он начал на меня прыгать, как петух бойцовский. Охрана, конечно, хорошо сработала. Вежливо его попридержала. А то на ровном месте такой бы замес начался, что даже не представляю, что бы было. Дальше что было? Инга Викторовна, вы ошиблись дверью? Вы не беспокойтесь, Олег Анатольевич, я не к вам. Так, и Виктор, дальше-то что было? Вас об этом ведь спрашивали? Ничего. Разошлись. Да я по-хорошему проставиться должен был бы. Он с моих плеч все расходы Иркины на свои взял. Так, и бока его помятые, это не ваших рук дело. Какие бока? Да я его пальцем не трогал. Но с таким характером, в принципе, неудивительно, что ему кто-то бока намял. Значит так, вы посмотрите то, что вы там смотрели. Мы с Ингой Викторовной посвящаемся. Да, Инга Викторовна? Инга Викторовна, что вы себе позволяете? Сколько можно? Это допрос, исследователь, тут я. А я, Олег Анатольевич, с вами разве спорю? Просто у меня информация очень важная, а вы сидите там и трубку не берете. А подождать нельзя было? Нет, нельзя, я бы вам иначе не звонила 3 раза. Хорошо, говорите, только быстро. В общем так, я делала повторный осмотр тела Кравченко, и я там обнаружила очень интересные синяки. Я сначала на них не обратила внимания из-за трупных пятен. И зря. И чем они примечательны? А примечательны они тем, что они расположены группами. 2 маленьких синяка такие с царапинами и 2 больших рядом, уже без царапин. И между маленьким и большим одинаковое расстояние, 9 сантиметров. Как будто бы, я не знаю, кочергой какой-то его били. С зазубринами с одной стороны и с тупым наконечником с другой. Может быть, как-то зацепиться за это? Ну, интересное орудие пыток, судя по вашему описанию. Надо будет проверить его показания, но вряд ли это наш клиент. А у вас что? Какие зацепки? Зацепки? Наш мажор покойный, у него был свой бизнес. Магазин подарков. Ну, как бы руководил всем партнер, а Кравченко только забирал деньги. Так может, это и была причина, несовместимая с жизнью Кравченко? Может быть, я поговорю с партнером завтра. Пробью почву. Инга Викторовна, спасибо за информацию. Но не пойти ли вам наводить марафет? Вас муж ждет. Как я тронута вашей заботой, Олег Анатольевич. Но больше похоже на ревность. Это же надо было целый ресторан заказать для того, чтобы самому бутылочку распить. Да что ты понимаешь, деревня? Он свою девушку ждет. Футляр на столе видел. Видимо, у них все серьезно. Главное, чтобы про чаевые не забыл. А то проторчим просто так целый вечер. Я и не скрываю, что в последнее время у нас было много, как бы сказать помягче, разногласий. Тянул бизнес под себя? Я вас умоляю. Его участие в бизнесе было исключительно номинально. После той истории с девочками он 3 года в Лондоне протусовался. Типа отец отправил на обучение. Вернулся пару месяцев назад с баблом и огромным желанием делать бизнес.
Мне были нужны бабки, вот я с ним и подписался. Но проблем, конечно, добавилось. Никаких проблем? Да, он начал деньги тянуть из кассы. Почти каждый вечер. Возомнил себя успешным бизнесменом. И вы решили это прекратить? Решил. Причем конкретно решил. Он 2 дня назад пришел сюда вечером. То ли дернул, то ли под колесом каким-то. В общем, начал права качать. Требовал деньги. Я послал его куда подальше. Он выхватил саблю. Начал орать, что поменяет ее на бутылку виски, если ему бабок не дам. А вы знаете, сколько эта вещица стоит? Понятия не имею. Минимум пару ящиков элитного виски. Так вот, я ею Сеню и огрел сгоряча. По ребрам, пару раз по рукам. Он никак не мог успокоиться. Грозился, что мне крышка. После этого я его и не видел. Достал. Виктор Яныч, как самочувствие? Светочка, чем обязан честью лицезреть саму зав. Отделением? Прошу. Знаете, мне тут сорока на хвосте принесла. Да? Что вы ночью не спали, писали что-то. Да, это так, Светочка. Не спится старику, вот, разгадывал кроссворды. Виктор Яныч, дорогой наш, Да? в вашем возрасте и в вашем состоянии главное что? Отдых и покой. Да. Да. А для этого нужно соблюдать режим. Да. И по ночам спать, а не мемуары писать. Какие мемуары, Светочка? Не спалось старику. Бессонница замучила. Вот доживете до моих лет, узнаете. Сплюньте. А можно? Светочка, это я записывал список дел, которые я собирался сделать всю жизнь, и не получилось. Вот выйду от вас и пойду по списку. Так что это личное, не обессудьте. Понимаю. Ну, отдыхайте. Так, чем могу? Кто вы? Котенко моя фамилия. Евгений Котенко. Я вчера, когда по новостям увидел, сразу решил к вам пойти рассказать. Я не знаю, важно это или нет. Ну, в общем, звонил мне этот Ирод. Прощения просил. Говорил, что он ни в чем не виноват. А кто звонил? О чем вы? Панчук звонил. Тот, что мою Валю и Люсеньку. Простите. Три года назад не стало моих девочек. Сбили их. Люсеньку сразу насмерть. А Валюша, жена моя, на следующий день в больницу. Спасибо. Вину на себя тогда взял водитель сыночка этого прокурорского, которого в новостях показывали. Там сразу было ясно, что все белыми нитками сшито, что не накажут настоящего убийцу. Что вы имеете в виду? Девочек моих сыночек этот прокурорский сбил. Панчук этот, значит, звонит мне и кается. Так, мол, и так. Простите, но не я это был. Денег ему просто заплатили. Обещали, что сядет ненадолго, а когда выйдет, ни в чем нуждаться не будет. А вышел от ворот-поворот. Никому он не нужен. Ну, никаких денег, понятно, ему не дали. Он еще что-то говорил? Так я поэтому же и пришел.
как только по телевизору увидел. Говорил, что, мол, ума-разума на зоне набрался, что в обиду себя не даст. Сказал, мажор этот за все ответит. Ну, как-то так. Ясно. А когда именно Панчук вам звонил? Недели 3 назад. Плюс-минус. Ясно. Если что-то вспомните, или если Панчук снова с вами свяжется, позвоните в любое время. До свидания. А где вы были вчера? На дежурстве. Я в скорой работаю. Суток как раз сменился. А вы думаете, что я мог? Не думаю. Обязаны проверить всех и вся. Звоните, если что-то вспомните. Да, обязательно. Да. Говори. Радуешься смерти ребенка. Каждому воздается по заслугам. Кто ты такой, чтобы судить? И правда. Вон, пусть ваш водитель бывший судит. Ты же вы его подставили и обманули. Что ты вообще знаешь? Знаю, что похороны – дело хлопотное. Так что не смею вас больше отвлекать. Глаз с него не спускай. Так, дружочек, приплыли. Тебя-то мы искали. Инга Викторовна, чем порадуете? Мне зарплату повышают. А, да? А вот у нашего водителя не такие радужные перспективы. Что-то как-то не вяжутся наручники и гиря с версией о самоубийстве. На руках следы побоев. Возможно, пытки. Кожа сморщенная. На кистях, видите? 4. Хотя, скорее всего, часов 5-6 в воде пролежал, не меньше. Точную причину смерти установит вскрытие. А у вас по Кравченко что? Ну что, работаем. Пока понятно, что ни партнер, ни бывший ухажер его девушки мажора не убивал. Партнера не было в городе все выходные, а пацанчик тусовался в клубе, это подтверждают свидетели, камеры наблюдения. Пока все. Понятно. В общем-то, я от вас ничего другого и не ждала. Знаете, а я от вас. Вы нормально только с трупами общаетесь? С живыми людьми пробовали контакт найти? Некогда мне контакт искать, простите. Очень много работаю. Но совет отличный. Благодарю. Надо поговорить. Степаныч, я не буду ходить вокруг да около. Но ясен красен. Это не Панчук убил моего сына. И того полета птицы. Мне нужны все материалы по расследованию. Юрий Сергеевич, примите мои соболезнования, но мне даже представить себе трудно, что вы сейчас чувствуете. К сожалению, в том, о чем вы меня просите, я ничем помочь вам не могу. Не начинай!
Не надо! Не такие дела решали. Я сейчас не очень понимаю, что вы имеете в виду. Не понимаешь? Ну, хотя бы о том, как заключение судмедки для водилы тогда делали. Не припоминаешь, чья подпись там стояла? Эту карту решил разыграть. Хорошо. Тогда заключение делал опытный и уважаемый в профессиональном сообществе эксперт. Сомневаться в его выводах ни до этого, ни после смысла не было. А что касается подписи, так или иначе, она стоит на всех документах бюро. Будьте уверены, Юрий Сергеевич, у нас работают лучшие специалисты, и мы обязательно будем вас информировать о всем, что не составляет служебной тайны. Тебе же до пенсии 2 раза кувыркнуться. Посмотрим, как запоешь без своих служебных полномочий. Посмотрим. Посмотрим. Инга Викторовна, я тут просто спросить хотел, может, я могу вам чем-то помочь? Вряд ли ты можешь быть полезен на вскрытии грудной клетки, Ростик. Слушай, хотела тебя отправить по твоим прямым обязанностям, чтобы ты жидкость из легких взял на анализ. Но вот интересный сюрприз. Жидкость в легких не обнаружена. Поэтому ты возьмешь легочную ткань на гистологию. Так если в легких нету жидкости, значит, он не захлебнулся. Значит, его уже мертвым бросили в воду. У тебя, Ростик, отличное будущее ждет. А почему легкие в крови? А вот это мне скажешь ты. Работай. Алексей Исаков. Я думаю, что это он виноват. Инга, давно не виделись. Какие новости без меня? Новости, Олег Анатольевич, смотрите по телевизору, а мне работать надо. Ну, хотя бы в 2 словах. Пожалуйста. Вам латте или американо? Подловили. Я пью эспрессо без сахара. Эспрессо без сахара и американо с сахаром. Сейчас будет. А Панчук скончался от асфиксии. Я на вскрытии обнаружила карминовый отек легкого. Такое бывает в 2 случаях. Либо при общем переохлаждении организма, либо при сильном сдавливании грудной клетки. И задушили его явно до того, как бросить в воду, потому что жидкости в легких я на вскрытии не обнаружила. Смотрите, какая интересная история получается. В машине покойного Кравченко находят отпечатки Панчука. Так. Потом Панчука находят на дне озера. А озеро-то, между прочим, возле дачи Кравченко. Да, совпадений очень много, и мы буксуем. Я думаю, что это только вершина айсберга. Благодарю. Да. Посмотрим, что скажет Кравченко-старший. А я бы еще с отцами сбитых девочек поговорила. Оба погибших, и Панчук, и Кравченко-младший, напрямую связаны с тем делом. Чем не мотив? Один из них Котенко. Приходил ко мне на днях. Приятный, интеллигентный. Но, правда, это было до того, как водителя нашли в озере. А второй? Второй Фурхатов. С друзьями был на шашлыках. Мы проверили, друзья подтверждают. Капитан, вот что ты несешь? Ну ты подумай, если умеешь. Если бы я до него первым добрался. Если я действительно убил. Неужели ты думаешь, труп всплыл бы так быстро? Или всплыл бы вообще? А, простите, а откуда вы знаете, что он утонул? Юрий Сергеевич, я вас прошу, только да или нет?
Новости слушаю. Ты вообще кто? Это коллега. Где вы были в понедельник 14 и во вторник 15? Сюда к вам позавчера заходил. Я так все время дома. А есть кому подтвердить? Начальничка вашего спросите. Только да или нет? Да. Моя жена, домработница, водитель. И записи видеокамер, наконец. Так что дома я был, капитан. Дома. Ну да, жена, домработница, водитель. Свидетели ведь очень надежные, так ли? Олег Анатольевич, если вопросов по существу больше нет… Да, мы все проверим. Проверьте. Это ваша прямая обязанность. Но если конкретно к Юрию Сергеевичу вопросов больше нет, не тратьте ваше и наше время. Коллега, говорите. Всего доброго. Инга Викторовна, мешать работать, я так понимаю, это ваша страсть. Наконец-то вы это поняли. Поехали уже. Куда опять? Работу вашу делать. Знаете, что я нарыла? То, что у Панчука ребра поломаны, я еще при первичном осмотре тела обнаружила. Но то, как и в каких именно местах они поломаны, видно стало только на рентгене. Интересный такой кругленький узор получился из переломов с центром в области мочевидного отростка грудины. Ростику отдельная благодарность, парочку гирь нашел для следственного эксперимента. Так вот, если положить 32-килограммовую гирю на грудь нашего утопленника, то места переломов ребер в точности совпадают с формой гири. Оно. Так, Фурхатова не было на работе 2 дня. Дома, по словам соседей, он тоже не появлялся. Мне напомнить вам, Олег Анатольевич, что я все это время была с вами, просто шапку-невидимку не сняла. Ну вы не язвите, я просто пытаюсь выстроить логическую цепочку. А вот скажите мне, Олег Анатольевич, где в вашей логической цепочке место для Котенко? Если он был на дежурстве, то у него алиби железное. Если они соврали один раз, то не признаются и сейчас. А у Котенко та же беда из-за тех же людей. А по сути тот же мотив. Секунду. Проверять надо. Да. Да, Жень, здравствуйте еще раз. В смысле не можете встретиться? Мы же с вами созванивались час назад. Ах, срочный вызов за город. Говорите адрес, мы подъедем куда надо. Я так и знал. Я так и знал, что от тебя будут одни проблемы. Зачем вообще ко мне приехал? Алиевич, успокойся. Ты все правильно сделал. Теперь главное согласовать, кто что говорит, тогда они вообще не подкопаются. Согласовать? А что тут вообще согласовывать? Что с тобой согласовывать? Я спрашиваю тебя. Не кипятись ты. Здесь нужна холодная голова. Холодная голова? Здесь нужна здоровая голова, а не отшибленная напрочь. Алиевич. Юрий Сергеевич? Да. Вместе они. Да, отцы, как вы думали. На даче. Здрасте. Здрасте. А скорая где? Так уехала с пациентом. Там несложный случай. А я вас остался ждать, чтобы опять не разминуться. Евгений Андреевич, дело набирает серьезные обороты. И мертвы уже 2 людей, причастных к гибели вашей семьи. А вы сами где были во вторник 15-го и понедельник 14-го? На работе. А вы что, думаете, что я как-то к этому… Нет, мы не думаем. Простая формальность, надо проверить все версии. А серьезно вас так на работе загружают, да? В выходные, в будни пашете? Ну, работа такая. Неотложная помощь называется. Понимаю. А когда видели Фурхатова последний раз? Отца второй погибшей девочки?
Руслана? Угу. Да нет. Он не мог. Не такой он человек. А вы с ним так близко знакомы? Ну, не то чтобы близко, но встречаемся время от времени. Ангелочков наших вспоминаем. Но нам бы тоже с ним встретиться. Поговорить, а то пропал человек. И на даче нет? На какой даче? Так здесь недалеко, километров 20. В соседнем поселке. Год назад на годовщину там собирались. Поехали. Вы с нами. Дорогу покажете. Хорошо. Да уж, мы не первые. Опачки. Инга Викторовна, скорую и подкрепление. Быстро. И дальше ни шагу. Я еще раз вам повторяю, это не я. Ну, конечно. Это хлюпик-докторишка. Слышали уже? Больно? Если бы ты знал, как мне больно. Ну, ничего. Сейчас твоя боль пройдет. А моя нет. Люсь, это не я! Стоять, полиция! Медленно повернуться ко мне. Медленно, я сказал. Аккуратно. Олег, нет! Женя. Блин. Блин. Привет. Здрасте. Ненавижу эти отчеты писать. Порадуйте меня чем-нибудь. Был у Фурхатова. Все нормально. На вылет. Жить будет. Клянется, что ничего не знал о планах Котенко. Говорит, что только присутствовал на разговоре с водителем, когда тот рассказывал, что сел вместо прокурорского сынка. Да, поговорили нормально так. На парне живого места не осталось. Да, по словам Фурхатова, они его даже не трогали. Так, припугнули. Потом его никто не видел, а когда он узнал, что Кравченко-младший мертв, уехал на дачу. Ну так, от греха подальше. Как-то слишком гладко все. Да. У нас на него по факту ничего нет. Эй, аккуратней там. Извините. У нас на него по факту ничего нет. А вот в машине Котенко, он ее, помните, в поселке оставил. И где типа ждал нас после загородного вызова. Да, вызова никакого и не было. Не было, не было. Так вот, в машине в багажнике нашли сумку помощника прокурора, а в сумке телефон и микрофон направленного действия. Ну, это просто страсти какие-то шпионские. Да. А помощник как, оклемался? Блин, опять! Что это? Да идите. Помощник-то как, оклемался? Да вроде бы. Это он сообщил прокурору, где искать Фурхатова, пока Котенко его не... того. Но каков Котенко, а? А так и не скажешь, что он десантник, афганец. Сработал профессионально. Если бы Фурхатова убил прокурор, то он бы сел всерьез и надолго. А убийство Панчука и Кравченко-младшего повесили бы на Фурхатова. Давайте не делать преждевременных выводов. Мы бы все равно раскрыли это дело. Не могу я.
Разгадали бы вы, конечно. Года через 2 или 3, как с теми девочками сбитыми. Да и то только так, благодаря тому, что отец вмешался. Система правосудия дает сбой. Мы все живые люди, часто ошибаемся. А что вам прошептал Котенко? Ну, перед самой смертью. Одно слово. Отмщены. День добрый. Как чувствует себя наш герой? Зиновий Викентьевич, какой герой. Хорошо, что жив остался. Ну да. Это главное. Жив остался. А раны заживут, затянутся. Вы простите, я на минутку. Мне сказали, вы должны мне... Да, конечно. А Юрий Сергеевич только аванс оставил. По-видимому, оставшуюся сейчас сумму он не сможет вам передать. Какая невосполнимая утрата для всех нас. Инга, подожди. Я все понял. Ресторан – это банально и не в твоем стиле. Это тебе. Красиво. Я не возьму, Марк. Раньше тебе нравились эти подарки. Раньше было давно. Раньше все было по-другому. Ладно. Я понял.